Еще из тех возможностей, которые дала мне Грузия, это взять квартиру в рассрочку. Так как в России я официально очень мало работала, и какие-то там нужны справки на миллион лет, чтобы получить там 10 квадратов. Здесь я взяла сейчас в рассрочку квартиру на 3 года. Она сейчас строится, очень интересно для меня Какой месте. первоначальный взнос, Ален? Ну, в целом почти везде нужно платить 30%. Ну, вообще, часто компания строительная достаточно гибко относятся к этому. Ну, если походить, поговорить. Я не знаю, как сейчас, потому что спрос достаточно вырос. Сколько квадратов ты взяла? На Аллее Героев, по-моему, да? Да, я взяла на Аллее Героев около стадиона, прямо совсем рядом, очень хорошего застройщика. 41 квадрат. У меня 17 этаж, если я не ошибаюсь. Сколько у тебя ежемесячная сейчас выплата? $700. $700? Классно. Это еще из одних возможностей. Еще по поводу Грузии хочу сказать, для меня тоже большой плюс то, что здесь есть горнолыжные курорты. Потому что такая маленькая страна, все компактно. И я здесь заново стала на лыжи. И классно то, что ты здесь пальмочки, лето, все хорошо, а зимой ты можешь ездить, снять себе домик с камином, вот как я делаю. Я в Бакуряне обычно езжу. В следующем году, может, в Агудауре. Там же хочу открыть массажный салон на сезон для спортсменов, лыжников. И ты приезжаешь, вот тебе камин, вот эти красивые горы, там все это снежок падает. Достаточно доступные цены на оборудование, на скипасы. И вот, кайфуешь так. А как вообще тут к русским относятся? Часто задаваемый вопрос. Вот к тебе за 3 года жизни, как ты себя здесь чувствуешь со своим гражданством? Ну, я чувствую себя хорошо, но я не скажу, что совсем не было никаких ситуаций, но намного лучше, чем ко мне относились в России, серьезно. Ну, как друг к другу, да, люди относятся. Здесь все-таки есть это добродушие, взаимопомощь, взаимовыручка. Вот я хотела тебе, говорила, рассказать вот за кадром. У меня салон находится в старом городе. Я выхожу, меня уже все знают, со мной все здороваются, я по-грузински с ними чуть-чуть говорю, зайду к девчонкам в салон, там кто-то портной со мной поздоровается, там один директор ресторана, там еще что-то. И ты ходишь, и ты уже как в своей какой-то семье, и ты можешь поговорить, и там как дела, и кофе попить вместе. И вот от этого у меня прямо, не знаю, так на душе тепло, когда выходишь, и вот так вот все по-родному. И ко мне относятся хорошо. Да, ну бывают, да, люди есть разные. Если, конечно, зайти там в комментарии где-нибудь в социальных сетях, именно ТикТок, ну, когда началась ситуация, которая сейчас происходит, конечно, писали очень много гадостей, но это не все люди. Когда, конечно, заходишь и думаешь, да, сейчас как на улицу выйду, вдруг там-то. Но на улице каких-то прямых конфликтов, ну, почти не было. У меня был в Тбилиси один раз там такая мелкая ситуация, но это даже не 1% из 100. Просто, ну, может быть, где-то у кого-то что-то в голове есть там по поводу меня. Но я этого пока на себе ярко не ощутила. Может быть, кто-то что-то за спиной говорит. Но именно прямых каких-то конфликтов не было. Я всегда говорю такую фразу, что у тебя внутри, то и снаружи происходит с тобой. Со мной пока вроде нормально все. Да. Ты нормальная. Просто нормальная. Уважаемые подписчики и гости канала, хотим предупредить вас, что на нашем канале не разрешены и заблокированы комментарии и пользователи, которые выражают агрессию. Наш канал о иммиграции, и мы не разделяем людей по национальным признакам. Сегодняшняя геополитическая ситуация создает много конфликтов, и поэтому мы очень вас просим в это турбулентное и нестабильное время прежде всего оставаться людьми. С марта 2022 года в Грузию переехало и продолжает переезжать большое количество не только фрилансеров и дауншифтеров, но и политэмигрантов. Часто задаваемый нам вопрос, продают ли гражданам Российской Федерации и Белоруссии недвижимость, а также есть ли возможность взять ипотеку. Ну и, конечно же, самый главный вопрос, как относятся к русскоязычным гражданам в Грузии. На этот вопрос мы отвечаем так. К эмигрантам, которые не принимают режима Рейха, уважают людей и страну, которая принимает. Грузины и правительство Грузии относятся совершенно нормально. За 2,5 года моей иммиграции на моих глазах
Выросли крупные торговые центры, спортивные центры. Инфраструктура города развивается очень быстро. Конечно же, строятся жилищные комплексы, коттеджные поселки. Если подумать логически, то средний турист, приезжая в Грузию, снимает номер в отеле или апартаменты на 5 ночей. А вот иммигрант пребывает в собственном или съемном жилье практически постоянно. Один понаехавший равняется 70 туристам. И это дает большой импульс экономике Грузии. Ведь в основном экспаты зарабатывают удаленно, а тратят свои деньги в стране, в которой живут. Мой муж грузин, беженец из Абхазии. Я русская, и несмотря на это, мы несем любовь и мир в наших сердцах и призываем вас к миру. Я твердо убеждена, что война зарождается в умах людей, и сейчас время лакмусовой бумажки для всех нас, вне зависимости от того, где ты проживаешь и какой ты национальности. Время становиться людьми. И как говорит наша 6-летняя дочь, чтобы не было войны, мы все должны стать добрее. А Бог всех любит. Плохих людях не любят, потому что у них много злости, а добрых любят. А почему люди, как ты думаешь, злые становятся? У них было много злости. Ну а злость от чего рождается в человеке, в душе? Может быть, их кто-то обижал? Их кто-то обидел в жизни, и они стали очень злые. Но это же не значит, что они плохие. Ругаться плохо? Да. Война тоже плохо. И оружие. Оружие? Да. Когда война, люди страдают, да? Погибают их близкие. И потом они еще становятся тяжелее. А что нужно сделать людям, чтобы не было войны? Сказать что-то доброе. Покупать им подарки, например. Подарки покупать людям? Да. И они сразу становятся добрые, и не будет войны? Нет. Сейчас мы куда-нибудь присядем. Вон погода, конечно, у нас. Такое солнце отражается прям в стеклах. Как красиво, да, построили? Да, вообще красота. Планируете отпуск в Батуми? Добро пожаловать в наши апартаменты. Отличные светлые студии, двухкомнатные, трехкомнатные апартаменты в апарт-отеле Орби Сити. Апартаменты премиум-класса с шикарным видом на море. Двухспальные кровати размера King Size, ортопедические матрасы, номера, укомплектованные бытовой техникой, интернет, телевидение, электричество и вода входят в суточную арендную плату. Апартаменты сдаются посуточно, и по договоренности можем сдать вам и на долгий срок. По ценам и возможностям бронирования обращайтесь к нам в WhatsApp. При броне любых наших апартаментов от 5 суток вы получаете в подарок трансфер из аэропорта Батуми, скидку 20% на все наши экскурсии по Аджарии и, конечно же, комплимент от Василины и Вахтанга – бутылка грузинского вина. Ждем вас в гостеприимной Грузии! Все, мы нашли себе место, присели на лавочку, поставили штатив. Продолжаем разговор. Как у тебя поменялось вообще режим дня? Вот расскажи про эти моменты, потому что многие, кто сюда приезжают, ну это как бы питание, это режим, поздние подъемы. Вот Да. что ты с этим, как Я справляешься? похудела на 12 килограмм здесь. То есть у меня была мотивация, ну что там, спорт, питание. Иногда нет, иногда наоборот, иногда я ем, иногда наоборот занимаюсь спортом. Вообще, недавно в моей жизни произошла такая ситуация, что я решила почти добровольно-насильственным способом сама для себя отказаться полностью от алкоголя. И это вообще поменяло мою жизнь. буквально. Закодировалась девка. Да, я закодировалась серьезно, я поставила себе укол, может, это не в том понимании кодировка какая есть, но просто 100% даже не будет никакого соблазна где-то там с девчонками шампанское на фуршете выпить. Так, сделала я это потому, что у меня просто огромнейшие планы, и я вижу потенциал для реализации, но мне стало не хватать часов. Просто мне часов не хватает. И да, и я поняла, что я могу там, выпью вина, еще что-то, потом поспать. Даже до 10 это много. Мне нельзя спать до 10. Если что-то исполнять, делать, то нужно вставать в 6-5 утра. Потому что есть очень много дел, которые ты успеешь сделать, а в Грузии тем более это такой огромный плюс. Здесь все утром спят до самого поздна, а ты встал намного раньше, а тебе телефон звонит. Сделал намного больше. В Грузии очень много
вина, очень много праздников. Я еще очень активный, общительный человек, и все эти тусовки немножко стали не сходиться с моими жизненными планами, потому что мне жизненной энергии нужно очень много для бизнеса, для развития. У меня сейчас помимо массажа я еще занимаюсь, там, сдаю в помещению аренды для бьюти-мастеров, ну, те, кто работает на кушетке, сдаю там велосипед, машину и какие-то развиваю свой блог, и хочется все-таки вставать рано, быть активной, заниматься спортом. Вот, кстати, по поводу спорта в Грузии все очень, ну, например, в Батуми все очень близко. Я занимаюсь кэнго-джампом, здесь есть и флай-йога, много разных танцевальных направлений. И все же это рядом находится. Например, если кто-то там живет в Москве, какой-то вид спорта, нужно куда-то ехать, тратить на это 3 часа, или идти не совсем удобный для тебя фитнес-клуб. Ну или в любом почти городе так. Здесь просто, ну, для любой точки почти 20 минут. А если у тебя еще есть велосипед, который я сдаю в аренду посуточно, не вырезай. Вот. Можно просто очень быстро добраться на такси или на машине в аренду, которую я сдаю посуточно. Как я говорю, здесь в Батуми все в зоне вытянутой руки. Всякие тренировки вот моих детей, то есть Милана у меня ходит на балет, на танцы, и каждый день, кроме там воскресенья. Ну, это все получается, да, ты возишь ребенка, там ты где-то должен поторопиться, но это все настолько близко, все рядышком, все прям в одной локации. Да. В Тбилиси немножко с этим по-другому. Я жила Вот в расскажи Тбилиси. свой опыт, да, для сравнения Батуми и Тбилиси. Я очень люблю Тбилиси. Это просто моя душа. Это творческая, наверное, столица мира. Я не знаю. Я просто настолько с трепетом отношусь к этому городу. Его нужно прочувствовать. Я знаю, что не все понимают этот город. В нем столько аутентичности, красоты, красок. Тбилиси меня вдохновляет на то, чтобы писать картины. В Тбилиси такие прекрасные рестораны, там есть музеи. И столько мест, которые вот пропитаны именно вот этой аутентичностью тбилисской. Она вообще ни с чем не сравнима. Есть же, да, какой-то особенный свой тбилисский стиль. Вот он... Мне прямо очень близок, и мне в душе я прямо вот сейчас расплывалась. Так я люблю очень этот город. Но там все, конечно, дольше. И если ты хочешь сходить на тренировку, а я там просто для себя открыла просто невероятный вид спорта, это гимнастика на полотнах. И просто я даже не знала, то, что я там в 20, сколько мне было, 9-28 лет, буду делать какие-то трюки, переворачиваться, крутиться и заниматься по 8 раз в неделю. Просто супер. У нас там на английском тренировки, раньше было больше на русском, но сейчас нет. Вот Тбилиси от Батуми отличается еще тем, что все-таки в Тбилиси нужен хотя бы для начала английский. Грузинский, в принципе, нужен язык. Ну, я знаю чуть-чуть грузинский, несколько слов, но не несколько слов, больше. Иногда могу небольшой диалог в магазине, в кафе, в такси, что-то Ты уже на курсы какой-то... не ходила, получается? На курсы не ходила, я иногда даже делаю прямые эфиры в ТикТоке, мне люди говорят слова, и я их забываю, хотела сказать запоминаю, но сказала правду. Хотела соврать. Ну вот. И какие-нибудь красивые слова учу, например, «Сосья мовно», это приятно. Да, ты знала? Или «Сакмариси», это достаточно. Или «Киде». «Киде рагули минда». Это сдайте мне еще семги. Или «Киде гвина минда». Прикольно. Вот. И все-таки, ну, каждому свой город. Кому-то Батуми, кому-то Тбилиси. Я вообще просто разрываюсь между этими городами. Мне хочется и там, и здесь. И хочется открыть уже скорее салон в Тбилиси, чтобы жить на 2 города. Тем более сейчас летает самолет, да, будет даже вообще прямой, да, сейчас до Натахтари летают. И, в принципе, несложно добраться. Я часто сажусь на выходные и просто уезжаю в Тбилиси для того, чтобы насладиться этим городом, зарядиться и вернуться в Батуми. Раньше было наоборот. Я когда жила в Тбилиси, я приезжала, заряжалась в Батуми и возвращалась в Тбилиси. И они как бы вот эти города друг друга дополняют. Мне вот нравится именно, когда вот это все у меня в союзе этих городов происходит. Немного есть отличия людей, местного населения. Ну, свои плюсы и минусы, это как бы там неплохо, не хорошо.
Вот. В основное отличие это как бы языкового барьера там. Языковой барьер дольше добираться все-таки, там более активное движение, и там очень-очень жаркое лето. Например, я в том году уезжала, в июне было 42 градуса. И, достаточно тяжело это переживать, наверное, тем людям, у кого какие-то проблемы есть со здоровьем. У меня как бы все нормально, но это все равно ты куда-то уже сильно не пойдешь, это палящее солнце. А зимой все-таки в Тбилиси холоднее, по-моему. Там более сухой воздух, там укладка долго держится. Да, там сухой климат. И мне очень нравилось первый раз, когда я приехала в Тбилиси, я что-то просто посушила волосы и хожу, и такая вся красивая, понять не могу, что такое. Потому что вот эти вот кудри не начинают такие вот эти палки не завиваться. Какая-то кожа сразу другая. Ну, в Тбилиси классно. И в Тбилиси еще есть такое отличие. Здесь у нас... здесь наряжаются люди, но не так, а там ходят люди нарядные. Красивые на Да. каблуках, здесь На редко встретишь. На каблуках, потому что здесь Здесь особенно удобная не- вот одежда вот такая, как у нас. А там, да, все-таки можно походить на Одежда, каблуках, на какие-то светские мероприятия. Там есть тоже свое большое комьюнити русскоговорящее. Есть там клубы, бизнес-клубы, женские бизнес-клубы. Там много классных заведений, много экспатов. Там, в общем, каждый найдет свой город, который захочет. Тбилиси и Батуми просто прекрасен. И рядом тоже с Тбилиси много разных красивых мест. И с Батуми, и в Грузии. Вот я живу 3 года, я еще вообще не все объездила. Хотя я Да, достаточно... кстати, расскажи, где ты была за эти 3 года? Я была в Гомес-Мта, где вот на облака над горами, ты над облаками поднимаешься. Была 3 или 4 раза в Кахете. Я, кстати, вообще не ем свинину, не люблю ее. А там вот нужно обязательно даже поесть свинину, потому что там по-особенному готовится шашлык на виноградной лозе, попить вина. Это уже не про меня история, но я уже свою бочку вина выпила. И там в том числе есть смысл съездить на Ритвелли. Мы ездили один раз специально в такое место к женщине, которая занималась раньше шелкопрядством. У нас есть бизнес с натуральным шелком. Нам была интересна история шелка в Грузии. И там есть в Кахете очень много интересных бутик-отелей, шато. Тоже такое место. Вообще Кахете это где вот основное вино производят, да? Так, где еще была? В Бакуриане была несколько раз, обожаю это место, я уже рассказывала, поэтому это пропустим. Я была на Казбеге. И я вообще думала, что я люблю море очень сильно. Но когда я первый раз приехала на Казбек осенью, именно там рядом, вы знаете, наверное, знаменитые отели Румус и так далее, мы поднимались на храм Святой Троицы, у нас было такое небольшое восхождение пешком. Очень рекомендую вам подняться именно пешком. В гору, конечно, не для всех это может подойдет. Ощущаешь просто невероятную какую-то энергию внутри себя, такое чувство, какое-то как будто изменение сознания происходит, когда поднимаешься туда к храму Святой Троицы. И когда мы спускались, у меня, наверное, было такое впервые в жизни, но может еще с возрастом происходит. Я смотрю на горы, так красиво, это вообще камера нисколько не передает, и у меня просто льются слезы счастья. Так красиво, невероятно просто. Там были еще желтые, красные листья, эти горы, какие-то фиолетовые, белые, голубые оттенки. Я просто не верила, что это есть вот в природе. Я не знаю, может быть, когда кто-то под какими-то наркотическими веществами такое видит. Вообще просто нереально. И вот этот воздух, и у него все это вместе. У меня аж просто опять накрыло этими ощущениями. Это незабываемо. Сейчас надо сказать, невероятная Грузия. Невероятно, да. И мы жили не в Румсе, но снимали какой-то семейный отель. Мы оказались там просто с подружкой вдвоем. У нас был шикарнейший вид на Казбек. Там вот они параллельно с Румсом находятся. Если кто-то знает об этом месте, наверное, можете загуглить, посмотреть просто этот вид. У Василины тоже фотографии я видела много оттуда. И мы утром встаем, и этот завтрак на этот Казбек, он такой домашний, шикарный, сказка. Это вот в Грузии так можно. В Грузии там есть вот этот замечательный отель Параграф, который рядом с нами находится. Просто я там, когда была первый раз,
я увидела вот этот аквариум, и я как бы путешествовала, я была в разных странах. Это для меня не первая страна, Грузия. Я просто тоже захожу, эти рыбы, скаты, короче, вот так. Вот это да. Причем я была в океанариумах в разных странах. Да ладно, это гостиница, это отель. Круто, просто невероятно. Там завтраки, этот аквапарк, эти ванны красивые. В Тбилиси, кстати, тоже много вот этих красивых отелей с ваннами на курорт. Сандали называется бутик-отель. Просто невероятный, хотя это там не знаменитая, не сеть. И не знаю, вот это тоже какой-то есть тбилисский стиль. Очень круто. Вот такие есть. И надо было про минусы что-то сказать. У нас, по-моему, у него уже не выйдет, но есть. Я считаю, что здесь с ремонтом есть минусы. Ну, потому что я когда приехала, я не рассказала так свою историю, как я приехала. Я приехала сюда с молодым человеком, и он купил... Ну, получается, уже теперь себе квартиру, да. Привет, я не бомжиха, не валяюсь нигде под забором. Короче, все сама уже сделала, что хотела. Мы делали ремонт, и это был, наверное, один из самых стрессовых периодов в моей жизни в Грузии, потому что мне казалось, что я схожу с ума. Потому что мне привозили коричневый там диван, говорили, что это зеленый. Хотя я понимала же прекрасно, что они понимают это дело. Там, потом опять привозили другой цвет, 10 раз все перевозили, оставляли вот такие вот щели в дырках. Но это и лично моя история. Я знаю, что у других историй тоже есть, у кого все идет гладко в этом плане. Настраивайте себя, если вы будете ремонт, что у вас будет гладко. И сейчас тоже у меня строится квартира, я себя настраиваю на то, что у меня будет проходить это все гладко. Это для меня ремонт был минус. Но сейчас очень уже за 3 года все поменялось, уже очень много мастеров. Для меня еще, я не знаю, для кого-то это будет плюс, для кого-то минус. Я очень люблю там ярко одеваться, и ты поняла, о чем сейчас будет речь, да? Но гипервнимание мужское, иногда это такое, ну, для меня, ну, это, опять же, может, мое восприятие, очень много внимания, и бывает навязчиво. Даже пример того, я вчера катаюсь на велосипеде, и мужчина вот так вот вьется, 1,5 часа он вот так вот не мешал ездить, да, вот так вот меня там где срезал, там еще что-то. Ну, то я хочу вот сейчас отдохнуть, насладиться вот этим кайфом ночного Батуми там, на велосипеде. Вообще просто там невероятный воздух. Вот он так вот, как вот этот, как варан, да, который кусает, здесь же жертвой своей ходит. Для меня это минус. Но, кстати, в Тбилиси этого меньше. Но просто это все-таки туристический город. И, ну, такое может быть. Что еще из минусов? Я даже не знаю. Я не хочу просто об этом думать. Все-таки я думаю, что мы можем свое внимание фокусировать на положительном. Да, там есть что-то. Но у меня, я пока вообще в своем мире, я в своей работе, в своем бизнесе, в своей там друзьях, делах. Здесь, кстати, еще огромный плюс. Я научилась писать картины. Я ходила на живопись еще до переезда в Тбилиси, Батуми, еще давно, к художнику Ольге. У меня в салоне висят мои картины. И я дарю иногда, ну, это когда хватает времени на живопись. Можно вот просто взять, там ходить взрослому человеку чему-то новому обучиться. Я просто тоже недавно, вообще не знаю почему, мне захотелось просто день провести своего выходного в учебе, и я выбрала коррекцию мужских бровей. Не знаю, что это, к чему вообще это, ну, только, ну есть, ну я теперь умею, я теперь сертифицированный мастер. Просто здесь можно чему-то обучаться, расти. Я жила в Таиланде, и у меня был дикий дефицит поэтому, потому что я еще очень молодая была, да, у меня там был институт, что-то, но... Ну, чему обучаться? Ну, класс, белый песок, ну, прозрачная вода, да, после Иркутска вообще круто. Ну, типа, и на этом все. Ну, тусовки. Ну, кто-то как-то развивается, да, ты получил за 2 года все. А здесь все-таки, ну, либо я так вижу, здесь есть возможность еще как-то себя чему-то доучить. Здесь много разных мастер-классов проходит, бизнес-завтраков, каких-то есть свои экспатские тусовки, бары. Очень много всего. Значит, меня надо уже останавливать, да? Скажи, как ты соблюдаешь здесь визовый режим? 360 же дней здесь можно находиться. Да, что да. у тебя было с пандемией и вообще как ты этот вопрос решаешь? Ну, и вообще я езжу куда-нибудь. Это же прекрасная возможность съездить в другую страну, как Турция. И когда была пандемия, когда она только закончилась, я быстренько съездила, пересекла границу туда-сюда.
Это была, по-моему, какая-то очень разовая акция на несколько дней, когда снимали штраф, и я даже штраф не заплатила, хотя у меня был оверстей. Вообще никому не рекомендую ни в одной стране мира делать оверстеи, особенно вот в Таиланде очень многие с этих проблем, и ни в Грузии, нигде вы создаете просто сами себе лишние проблемы. Но на тот момент у многих людей просто не было такой возможности во время пандемии покинуть страну. Ну вот, ездить в Турцию. Я на Новый год ездила опять же в Турцию, Новый год отмечала в Турции на Озергёль, по-моему, это озеро называется. Это классная возможность вообще пересекать, съездить в Турцию. Можно, вот же граница сколько, 20 километров. Поехал, куда-то съездил, я ездила в Каппадокию, просто супер, ты же тоже была в Каппадокии. Вот съездила в Каппадокию, уже пересечена граница, ты еще год можешь жить. Но пока такие условия. На основании своей квартиры и бизнеса, к сожалению, ВНЖ я не могу получить. Может, что-то можно Надо думать. сумма больше, чтобы будет. Да, нужно нацию. большие суммы. Ну, они будут. Замуж за грузина есть еще вариант. Я ничего не хотела сказать. Это нет. Я просто замуж не собираюсь пока что. Ты сейчас обломала многих. Просто, у меня такая свершилась любовь очень глубокая, которая очень сильно взаимная, она с работой. Потому что у меня были отношения и не один раз, и ты вкладываешь в отношения энергию, есть какие-то ожидания. А там вообще непонятно, что произойдет. А здесь ты в работу вкладываешь, любишь, она тебе просто плоды. Ты еще, она тебе еще больше в ответ. Ты делаешь так, как ты считаешь классным. Вот ты со своим персоналом, своими сотрудниками, да, разговариваешь, еще что-то, и тебе отдача. Ты добро, тебе добро. Ты своими клиентами, так, они к тебе еще теплее. И вот это вот накатывается, как снежный ком. Это вообще крутая любовь. Работа, это просто реально... Вот особенно в последнее время она мне начала давать такую огромную отдачу вообще в эмоциональном плане, в плане даже того, что там квартиру себе можно там позволить в рассрочку. А надежды на другого человека, я не знаю, у меня просто такого нет. Поэтому не хочу никого обидеть. Возможно, я встречу того самого и скажу, ну да, вот у нас союз, симбиоз, и мы с тобой классно вместе растем, путешествуем на одной волне. Ну, пока просто точно нет. Поэтому ВНЖ по замужеству, скорее всего, у меня Цели нет. Мимо, да. И по жилью у меня жилье будет до $100 тысяч. Пока что. Пока что будет до $100 тысяч. Может быть, потом у меня будут классные такие доходы по бизнесу. Тем более у меня же там расширяется все. И, может быть, по этой причине можно будет получить. Давай, наверное, поделимся с теми людьми, которые будут смотреть этот ролик и которые как-то смотрят в сторону Грузии, может быть, думают приехать сюда на разведку, может быть, сейчас с сегодняшней ситуацией в мире, да, что происходит, люди хотят поменять страну. Вот какие бы ты могла дать даже не советы, а вот, не знаю, какое-то такое вот напутствие людям, может быть, в поисках какой-то информации. Вот такой у меня есть совет вообще для всех приезжих в любую страну, который может вам помочь. Не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться. Просто больше трезво смотреть на ситуацию, и потом, наверное, будет это восхищение, очарование, чтобы попозже приходило. Потому что иногда кто-то приехал, прям очаровался. Бывает такое, и это часто наблюдаю, потом хоптами начинают уже это минус, это плюс. Минусы и плюсы есть вообще в каждой стране, в каждом месте. Просто нужно понимать, для кого что важно, у кого какие приоритеты, и как это схоже с вашими приоритетами. Потому что, как я рассказывала, что я хотела переехать в Испанию, и как сейчас я рада и благодарна Грузии, что я оказалась именно в Грузии. Потому что все-таки здесь оказалось намного больше плюс. И еще хотела пожелать, когда вы приедете, не обижать никого и не обижаться. Потому что все-таки разница менталитетов существует. Как бы мы кто-то не говорили где-то на одном языке и так далее. Нужно очень уважительно относиться к местным жителям. Мы все равно всегда в гостях здесь. Очень хорошо себя чувствую в гостях, но мы в любом случае здесь в гостях, и поэтому не обижать и не обижаться. Иногда может возникнуть просто такое желание у кого-то. Мы жили, все по-разному. Приезжаем сюда в одно место, и здесь живет очень много разных национальностей. И я очень всех призываю к миру, к любви, к друг другу, к человеколюбию, к друг другу.
И это место, Грузия, отлично подходит для того, чтобы проявить свое человеколюбие. Ребята, ну, в общем, мы с Аленой вам желаем, конечно же, посетить этот замечательный город, в который мы влюбились когда-то, да? Вот. И я тоже сюда приехала по работе в 2019 году. Многие, наверное, кто уже давно подписан на канал, знают, что как произошло мое вот это вот принятие этой вселенной, да, совершенно другой. Хотя с 2014 года, я не знаю, почему вот так произошло в моей жизни, с 2014 года я путешествовала по Европе, начала так активно, путешествуя во Франции, я была в Германии, в Испании. И я, приехав в Россию, в свой Владивосток, у меня произошел какой-то щелчок в голове. То есть в 2014 году я четко осознала, что я не хочу, вот у меня такое чувство, что меня как бы физически стало выдавливать. Я хотела поменять свое окружение, общество, я хотела поменять работу. Вот, ну просто, вот, не знаю, вот 2014 год для меня вот такой вот был, да, момент. Хотя я не следила за политическими обстановками, я не следила там за Украиной. Я вообще жила в каком-то своем информационном вакууме. Я просто поняла, что это какая-то картина другая мира, в которой я хочу оказаться. И все, в 2019 году, все это время с 14-го я мечтала, как Алена, в Испанию, в город миллионеров, так-то на минуточку. У меня там живет подруга уже больше 10 лет, и я туда ездила. И я думала об Испании, как о такой красивой картинке, но заработала я на Грузию. Ну и класс. С теми деньгами, да, с которыми я приехала сюда, в Грузию, в Испании, мне бы было бы тяжело. Из-за, в том числе, да, языкового барьера пришлось бы там. Здесь, конечно, да, я и на курсы ходила, и с детьми сейчас мы с репетитором занимаемся, поэтому, переезжая сюда, конечно, ну, надо учить язык. У меня дома носитель языка, так получилось, что я вышла замуж за грузина, да, и мы постоянно... Он у меня русскоязычный грузин, 24 года прожил в Москве, но тем не менее, ну, я его постоянно прошу: Вахтанг, как это будет по-грузински, как это будет по-грузински. Ну, глупо было бы не пользоваться, живя с носителем. Приехав в 2019 году сюда по работе, в Тбилиси, я сначала приехала на конференцию по своей парикмахерской деятельности, и побывав вот так проездом в Батуми, я влюбилась в этот город. Поэтому приезжайте, гуляйте здесь, подумайте, может быть, как-то, что вам, может быть, получится сюда приехать на время, попробовать себя здесь. И для этого у нас есть такая сейчас услуга, так как все эти 2,5 года я вела этот канал, и ко мне стали, почему я поменяла свой род деятельности, да, с парикмахерского искусства я перешла в консультации, мне стали люди звонить вот с YouTube-канала, с Instagram-странички моей, помочь. Сначала я это делала совершенно бесплатно, и в какой-то момент я осознала, что 5 часов в день я трачу просто на телефонные разговоры, пытаясь людям объяснить, помочь, рассказать. Вот. И потом я просто села в один день и написала один скрипт, и что мои консультации платные. И вот таким образом сейчас... Энергия должна... Да, сейчас просто у меня такая деятельность, и отвечая на одни и те же вопросы ежедневно, с Вахтангом мы уже консультируем по иммиграции, мы создали гайд. Этот гайд о иммиграции, о отдыхе и жизни в Батуми. Так как мы локально находимся здесь, в Грузии, но мы в этом гайде расписали очень все подробно. Это 70 страниц PDF-файлов, где собрана вся информация по иммиграции и отдыхе в 2022 году. Пожалуйста, обращайтесь, пишите мне, все мои контакты, все наши странички в социальных сетях в описании канала, и все телефоны под каждым роликом находятся, поэтому обращайтесь, и этот гайд, возможно, вам поможет, ответит вам на вопросы ваши, развеет сомнения. Так что обращайтесь. И еще, кто уже смотрит этот ролик, уже переехал в Батуми, есть еще один дополнительный гайд, где мы собрали весь наш опыт, тоже и собрали телефоны специалистов, которые уже вот проверенные нами за это время, так как Алена сказала, здесь были и сейчас остаются еще некие проблемы, да, с сервисом, допустим, с теми же ремонтными работами. Когда люди приезжают, покупают здесь недвижимость и ищут специалистов по ремонту, специалисты в бьюти-индустрии, девочки приезжают часто, не могут найти мастера по маникюру. Мы собрали это в отдельный гайд, контакты проверенных специалистов в Батуми. В общем, тоже не стесняйтесь, обращайтесь, мы вам предоставим такую информацию, уже структурированную, со всеми контактами, телефонами. Большое вам спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь, это очень важно для нас. Ставьте лайки.
Любая ваша реакция очень важна для нас и помогает в развитии нашего канала. А также напоминаем, что у вас всегда есть возможность стать спонсором нашего канала. Ваша поддержка очень помогает нам и дает возможность в развитии и вдохновляет на новые интересные ролики о любимой Грузии. Вся информация, как вы можете нас поддержать, в описании канала и в описании под каждым нашим роликом. Желаем вам любви в сердце, осознанности в уме, конечно же, мира и правильности в поступках. Я приобрела в первую очередь внутреннюю свободу, любовь, да, и, конечно же, солнце и море. Это, наверное, 3 таких самых главных, если не разбивать по мелким составляющим. Все говорят, природа в Грузии замечательная, но я хочу не с природы начать, а хочу начать, что здесь я услышала словосочетание «теплый человек». Вот, ну, люди. Даже не вино, не фрукты, не горы, не море, не там, а вот именно людям. Здесь хорошо. И как я говорю на своем YouTube-канале, здесь у меня реанимация души происходит.